Всем доброго утра, друзья мои. У нас уже утро. 7:30. Я еще не ложилась спать, потому что хотела снять кое-что. Сняла, но вопросов накопилось много, пока отвечала, пока делала свои работы. То, что я хотела снять, осталось на утро. Вот я снимаю. Я рассказывала о деревенской магии и о том, что это первоисточник. Именно с деревень идут ведовские роды. Именно деревенские ведьмы путем проб и ошибок, общения, разговора с природой, с мирозданием накопили огромный опыт. И кому интересна деревенская магия, откройте мою лекцию «Деревенская магия. Ведьмина изба» и прослушайте. Много нужного, полезного для вас. Сейчас не будем на этом зацикливать внимание, поскольку нет столько памяти, а мне нужно успеть вам дать много ритуалов сегодня и заговоров. Эти ритуалы и заговоры построены на деревенской магии. Итак, каким образом они воссозданы? Собраны по крупицам высказывания бабушек, приметы, что они делали, что они говорили при этом или ином случае, как возвращали плохое слово обратно, что делали, чтобы в семье не было драки, если там был драчун в семье, и вот переживали, что соберутся вместе, будет драка. Как оберегали, какие обережные слова говорили обычно. Вот я по крупицам собрала высказывания бабушек той деревни, где я родилась. Я родилась в селе. И очень многое переняла этой мудрости, этих знаний, которые в детстве, знаете, слышишь, собираешь в памяти и особо не понимаешь. Потом, через много лет, воспроизводишь и понимаешь, о чем была речь, что там говорилось, про что, зачем, почему и так далее. Определенные слова заговорные, которые я помню, но не до конца, пришлось дополнить, пришлось доработать. Но когда человеку дано, силы подсказывают и говорят, как правильно это доработать, чтобы оно работало. Вот это все собрано воедино. Кстати, я сегодня намеренно, хотелось бы, если будет время, прямой эфир снять. Уже накопилось огромное количество, скажем так, высказываний людей о том, как им помогли ритуалы от болезней, заговоры от болезней. И накопилось огромное количество, но не только от болезней, там, и на удачу. Одним словом, как помогают эти работы. Вы знаете, что я их временами снимаю, чтобы люди, которые не знают, как быть, с чего начать, знали, поняли, нашли для себя полезную информацию и сведения. Итак, представляю вашему вниманию первую часть, наверное, потому что будет продолжение. Вообще продолжение всего всегда будет. И заговоры на удачу, и денежные работы, и сельские заговоры, шепотки, и заговоры на разных языках. Всегда будет продолжение. Просто я даю так, знаете, дозированно, чтобы взяли люди, использовали и дальше. Я хочу сказать, что хамоватых, невоспитанных людей, у которых нет ни терпения, ни уважения, ни стыда, ни совести, я буду выкидывать из форумов. Я считаю, что заговоры, которые на русском языке, можно прекрасно сесть написать. Я понимаю заговоры на
иностранных языках, которые набираются в течение нескольких дней и даются вам. Но заговоры, которые на русском языке, можно взять, останавливать и переписать. Я только сегодня выложила работы, мне уже внизу пишут: а заговор? А где заговор? А что? Напишите заговор. Вот такое быдло я буду выкидывать. Потому что это меня раздражает. Нельзя просто быть до такой степени хамами, понимаете, наглыми, пещерными, невоспитанными людьми. Просто нельзя. Никто вам здесь не обязан. Сядьте и напишите сами, если вам очень срочно надо. Стыдно просто. Надоело объяснять, просто выкидываю. Потом не удивляйтесь, что вы в черном списке. Достало мне это все. Ни стыда, ни совести, ничего. Сидят, заказы раздают. Ради себя не хотите стараться? Это ваша жизнь. Человек мне пишет год назад: ой, мне вот это, я говорю, садитесь, изучите мой канал, посмотрите. Делайте чистки, даже пишу какие. Потом сделайте следующие ритуалы и увидите, какой будет результат. Пишет через несколько месяцев: можете помочь? Я вам писал. Я говорю: вы для себя что-то сделали? Ну, честно говоря, некогда, как-то я не подумал, как-то я никак не соберусь. Все, больше не пиши. Это ваша жизнь. Да если бы мне сказали, что заговор вот такой-то мне поможет в трудную, отчаянную минуту своей жизни, я была бы до земли просто поклонилась и благодарила. Люди по крупицам собирают старинные книги, по крупицам сидят, приклеивают посреди ночи, там пытаются под этими микроскопами разглядеть буквы. Если не нашли, они сами додумывают, что могло там быть, переписывают, используют, чтобы им помогло. Вам не стыдно вообще? Такие работы, которые просто вас вытаскивают с того света. Смотрите, какие перемены у людей. Люди, которые мечтать не могли о квартире, пишут: я купила одну квартиру, вторую планирую в Сочи. Я так счастлива, я просто не знаю, как... Я вам это включала, показывала, люди сами снимали. Неужели вы думаете, что столько сотен тысяч человек просто дураки, понимаете, и просто так меня благодарят? Я, знаете... Все недостойные люди всегда думают, что тебе просто везло. Особенно мне нравится вот это вот несчастных, бедных уличных вот этот шавок, тявканье по поводу того, что люди ее просто жалеют, поэтому подарки дарят. Я никогда не видела, чтобы дарили подарок человеку из-за жалости на 500 000. Ну, не видела такие вещи. Понимаете? Я не видела, чтобы из-за жалости дарят в благодарность. Жалеть надо вас, потому что у вас своей жизни нету, вам нечем заняться, ходите и чужую жизнь вынюхиваете, понимаете? Займитесь своей жизнью, несчастные. Пойдемте далее. Более жалких, чем вы, не существует. Дарят мне, потому что мои работы меняют судьбы людей. Вот и дарят. Запомните. Но это понять может тот человек, который сам чего-то в жизни стоит. Если ты ничего не стоишь в этом мире, абсолютная выскочка из ниоткуда, то тебе всегда кажется, что другому человеку просто везет, или просто жалеет, или просто как-то вот так уж вот незаслуженно повезло. Всегда так кажется, когда ты абсолютно ноль по жизни. Все, на этом вступительную часть закончили. Итак, когда человек говорит гадость, желает гадость за глаза, вам говорит гадость, я этот заговор выставила, и сейчас хочу подарить вам всем, выставила в форуме у Илоны, там, где одна мадам говорила гадость про мою нацию, про свое желание причинить боль людям. В общем, она так... На заданный вопрос, что бы вы сделали, если бы вы знали, что вам за это не будет наказания, она сказала, что убила бы армян, потому что если бы не было за это наказания, она бы с удовольствием это сделала. Так вот, вот этой мадам все вернется.
И то, что она пожелала и сказала, и то, что она планирует делать, случится с ней, и с ее детьми, и с ее семьей. Почему? Потому что есть такой заговор, глядя на фотографию человека, на изображение, просто держа в голове изображение человека, можно произнести несколько раз. И то, что человек пожелал, с абсолютной уверенностью однажды случится с этим человеком, если вы не виноваты. Если вы обидели человека, получили отпор, другой вопрос. Но если человек просто смотрит на тебя и говорит, да чтоб тебя там трамвай переехал, берите и начитывайте на этого человека, держа образ в голове. Увидите, что вот то, что он сказал, ну, не в подробностях, но практически так же случится с этим человеком. Итак, слова. Говорим 6 раз, 13 раз. Пусть слова твои, духи, повернут в твою сторону. И то, что ты сказала, с тобой случится. Слово, сказанное ветрами, услышится, судьбой запомнится и свирепым духом бесплодных пустынь передастся. Придите из тенетов мрака с пустыми глазницами, и слова ее к ней же оберните. И что она желает, во 100 крат ей верните. Что она сказала, с ней и случится. Да будет слово мое, как меткая стрела, как острая игла, и ударит в цель. Заклято. Читать буду по одному разу, поскольку нет времени. Нет столько памяти. Следующий момент. Вот у вас, вас куда-то пригласили, вы переживаете, чтобы там драки не было. Может, у вашего мужа характер такой. Может, он выпить, затеет драку. Может, кто-то другой затеет драку. В общем, нужно растолоть соль и уголь вместе. Посыпать в платок, завязать и носить в сумке. Вернетесь, это все высыпите. Или у вас дома, если там собираются люди, или если у вас дома драки начинаются, какие-то споры из ниоткуда. Остановите это оберег. Через некоторое время можете высыпать, когда это все пройдет, по необходимости повторить. Уголь. Ну, зажгите там кусочек, я не знаю, дерева, древесины, да, и когда уже превратится в уголь, ну, просто держите на всякий случай, если у вас бывают такие моменты часто. Нужно растолоть вместе с солью и носить с собой. Итак, драки и забияки. Идите прочь. Соль да уголь. Уведи меня от злого слова, от яростной мысли, от непотребных дел. Закрываю сей приговор на 40 замков, 40 ключами. Истинно. Читайте 7 раз. Далее. Если вас в чем-то несправедливо обвинили, ну, например, там обвинили в воровстве на работе, обвинили в каком-то, ну, в том, что вы не сделали. Судят вас или дома, или там на работе скандал. Но если от судебных дел есть отдельные заговоры, более сильные для этого случая. А здесь от просто судилища. Может, дома ни за что обвиняют, да, как бы несправедливо. Бывает, и родители, и родственники обвиняют несправедливо. То, что вы не делали или не промышляли, но вас в этом обвиняют. Берите благовоние или берите там уголь, все, что хотите, чтобы был дым. Нужно себя, значит, окуривать просто с ног до головы. Вот так стоите, вот вниз спускаете, до пят, вверх спускаете и читайте 6 раз. После этого все решится в вашу пользу. Человек, который виноват, действительно, сам себя выдаст, и это все решится. Итак, и говорить. Как дым уходит, тает и исчезает, так и несправедливые оговоры, как дым, растают. А кто меня оклеветал, тот все мои беды себе забрал. Матерь правосудия, рассуди нас, и виновного покарай. Яви свою справедливость, да будет так. После того, как все решится, оставьте откуп. 6 монет, красное вино под деревом. И благодарите Матерь правосудия. Или Фемиду. Как хотите. Одно и то же, в принципе. Далее. Если у вас намечается важное дело,
переговор, разговор. Ну вот вы риэлтор, например, идете там заключать договор, чтобы до этого никто не позвонил, чтобы никто не помешал, чтобы никто не оклеветал. Или вы должны выступить, чтобы вас не разозлили, не огорчили, чтобы не было лишних вопросов, которые могут вас сбить с толку. В общем, защита на ваше важное дело. Неважно, кредит вы берете, дом покупаете, ночью начитывайте и утром начитывайте. По 6 раз. И спокойно идите. Выйду я на чисто поле. На поле трава растет без сучка и задоринки. Так и дело мое сладится, без наговоров, призоров и оговоров. Ставлю защиту на свое дело. Иду без страха, смело и умело, истинно. И все. И все, кто хотел лишнее сказать, рты закроют. И далее. Вот если есть человек, который обязательно вас спровоцирует на конфликт, разозлит, выведет из себя. Или есть, идете на собрание обязательно, там, например, вы педагог, да, обязательно кто-нибудь, какая-нибудь язвительная змея что-нибудь там скажет. Или дома разговор, или неприятный гость, или родственники. Вы знаете, что там есть кто-то, кто обязательно вас, скажем, уколет, обязательно что-нибудь скажет, ужалит, и вот чтобы не было конфликта. В общем, закрыть рот этой змее и внушить страх, чтобы она заткнулась и ничего не сказала. Как это сделать? Берете маленький камень, обычный камень, не полудрагоценный, не какой-либо, именно камень. Начитывайте на этот камень 9 раз, положите этот камень в сумку и идете туда. Или там дома, если этот человек домой придет, начитывайте этот камень, положите в сумку или спрячьте. То есть вот эта кобра беззубая, которая своим ядом уже поперхнулась, эта кобра ничего не скажет никому, и вам в том числе. Что-то ее отвлечет или страх внушит, поскольку вы призываете тем самым духа, естественно, силу, которая придет и не позволит ей лишнего сказать. Камень крепкий, змея беззубая. Змея-змеюка, яд свой держи при себе. Иначе камнем голову размажу. Знай, змея, камень при мне. Пока камень при мне, твой яд при тебе. Истинно. Итак, я вам подарила одну часть заговоры деревенской магии на все случаи жизни. Но, естественно, будет еще продолжение. Пока пользуйтесь то, что есть, то, что я вам дарю. А далее будет далее. Всем удачи и всех благ.